Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Ребята, сегодня, наверное, ваш и мой день. Мы сегодня готовим большую-большую тарелку окорочков, и мы будем из них делать куриный шашлык и, конечно, с овощами гриль. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Ребятки, посмотрите, сразу вот кидается в глаза тарелка гриля, она разноцветная. Ну и для меня это трава. То есть, что у меня здесь, ребята? Давайте начнем, как всегда, по кругу. Соль, подсолнечное масло, перец черный, как он там называется, кабачок, кажется, либо цукини, да, его называют еще. Здесь у нас однозначно синенькие, ну, кто-то называет их баклажанами. Здесь у меня грибочки, шампиньоны любые, перец красный сладкий, зеленый сладкий, кукурузка. Дальше ничего не спряталось? Не, ничего не спряталось. Чесночочек нам нужно, прованские травы, уксус, майонез, любые специи для... Почему я вот здесь рядышком поставил? Для этой шикарной тарелки окорочков, ребята. Немножко взял окорочков себе покушать. Кстати, сушеф не захотел сниматься, хотел хоть поделиться одним окорочком, не получится, съем все сам. Все, сейчас раздвигаю и начинаем мариновать окорочка. Следите. Ребятки, все, начинаем мы с окорочков. Разрезаем, сразу отрезаем нашу ножку по косточке, видите, отрезал. Я всегда отрезаю еще вот эту часть. Вот если кость попадается, я вот так раз и есть. Делаю, не очищаю. Я люблю, знаете, шашлык на шашлыке, я его называю. Это получается мясо на кости, это ребрышки, а здесь получается курочка на кости. Ребят, не сильно крупными, не сильно мелкими. У нас окорочка большие. Вот, допустим, ножку я разрезаю на две части. Вот таким вот. Раз. И разрезаем на две части. Есть. Отправляю в мисочку. Сейчас подготовлю. Давайте пока мы сюда. Это то же самое на две части. Хребет. Мой самый любимый. Я и люблю. Господи, как классно его с пивасиком кушать, ребята. Так, и здесь, я думаю, на три части мяса. Вот таким. Косточку оставляю. Под косточку так разрезаю. О, и на косточке оставляю. Вот получается два мясных кусочка. Больше. И вот и все. Как наш окорочок разделан. Так все продолжаю. Буквально там осталось у меня пару штучек. Чисто для разминки перекусить. Готовим вместе со мной. Ребятки, солим. Нарезали, солим. Пробуем, конечно, на соль. Я всегда пробую. Подсолил, подперчил немножко. Потому что в моих куриных специях там все есть. Но я все равно немножко люблю добавить перчика. Кто любит острого, добавляйте острого. У меня специи, опять же, острые. И вот часть специй я вот так вот аккуратненько посыпаю первую часть специй. Вот так вот. Очень аккуратно. Все, беру ложечку и начинаю перемешивать. Можно руками, я ложкой это делаю. Чуть-чуть перемешал, добавил чуть-чуть уксуса. У меня уксус 6%. У кого 9%, следите тоже за кислотностью. Чуть-чуть уксуса добавил. И дальше перемешиваю. Все, постепенно добавляем специи, уксус. Надо пробуем на соль, на перец, острый перец. И вернусь к вам, покажу, что у меня получилось в мисочке. Пока вот такая вот история получается. Красоте неимоверная. Вот так вот. Опять же, чуть-чуть специй. Вот так. Не хватает специй, добавляйте. Здесь уже на вкус и уксуса сразу чуть-чуть на специи. Все. Пошел перемешивать. Чтобы каждый кусочек был в специях. И, конечно, пропитался уксусом. Не забываем о соли. И вот что у нас получилось в мисочке. Уже здесь, я же говорю, специи, уксус, соль, перец. Аромат вам не передать, ребятам. Просто вот такой свежести, такой интересной пряности. Все, оставляем как раз, пока мы будем заниматься овощами. Гриль. Наш шашлык из курицы, из куриных окорочков, опять же.
из курицы промариновывается. Можно также самое и курицу делать, но курицу я покажу отдельно, есть маленький секрет для курицы. А сейчас еще не расслабляйтесь, еще будет один маленький секрет перед жаркой шашлыка, что надо еще добавить. Ребята, переходим к овощам гриль. Гриль мы будем делать на газу. Будем обязательно делать на газу гриль. То есть отрезаю хвостик у баклажана, как вы говорите. Это ж в Одессе, конечно, называется синеньким. Я специально вас подкалываю. Вот. Еще один хвостик. И где-то не сильно тонко, ребята, не режьте сильно тонко, где-то, ну не знаю, на палец я режу. Вот у меня палец, вот, палец, на палец, ребятки. Что баклажаны, что кабачки. Синенькие. Ребята, знаю, но я слишком ученый. Кот ученый ходит по цепи кругом, направо ходит, песнь заводит, налево сказки говорит. Есть такой писатель, не будем называть его пока не вслух. Так, это есть. Дальше мы отправляем это все в мысочку. Покажу каждую овощ, покажу на одном продукте. Следующий кабачок, либо цукини. Избушка там стоит на корих ножках, да? И куча дядек выходит из воды. Так же самое на палец. Кто-то там на златом чахнет. Все знают, кто на златом чахнет, да? Вот так вот и мы чахнем на златом. О, есть. Дальше у нас идет прямой эфир. Дальше идет грибочки. Не надо сильно их, вот, допустим, я на две части. Просто вот все грибочки, вот на двух покажу, на две части просто. Раз и все. На две части. Раз, есть. Дальше у нас перчик. Перчик у нас красный. Вот так вот. Просто разрезаю на 4 части. Без всяких яких. Это овощи гриля. Они должны быть... Хотя у меня перчика... Да, на 4 части. Нормально. Как раз для такого. Так, и зеленый. Зеленый. Вот. Зеленый у меня поплотнее. Вот его я, наверное, разрежу на 4. А хотя, может быть, и красный. Давайте. Вот так будет поправильнее. Как раз она будет сочетаться как салат. Я же хочу гриль как салат сделать для нашей супер курочки. Вот так вот. Вот это будет вот тут правильно. Вот так вот. Есть. И что у нас остается? У нас остается кукурузка. О, несчастная наша кукурузка. Ну, кусочками вот такими. Раз. Два. О, нифига себе, несчастная. Это я несчастный, когда я ее режу. Вот на такие кусочки. Сюда же. Все, сейчас перережу все остальное. Возвращаясь к вам, должна большая быть мышка гриля, чтобы накормить весь двор, особенно меня. Итак, вот, посмотрите, ребята, перерезал. Все в одну мысочку. Пришлось, как всегда, пересыпать, потому что не хватило. Очень много овощей у нас. Напоминаю, что у нас здесь синенькие кабачки. Перчик красный, перчик зеленый, грибочки, кукурузка есть. Все, что надо для вкусной еды. Что мы делаем? Ребята, самое главное, не надо перебарщивать, не надо сюда лить всякие соусы, особенно соусы. Почему? Любые, даже вот тот же самый соус соевый. Сахара есть, оно будет гореть у вас на гриле. Мы будем сегодня гриль готовить на газу. Разница, где вы готовите, на газу, на костре. На костре мы будем шашлычок, конечно, готовить, а гриль будем на газу готовить. Сегодня вот такой двойной эффект. Что нам нужно? Вот запоминайте, соль. И у вас всегда будет вот такая гриль, которую вам приносят в идеальных ресторанах. Перчик. Черный перчик. Есть. Немножко прованских трав. Немножко, не сильно много. Вот чуть-чуть буквально. Вот так вот пока достаточно. Теперь это все с солью, с перчиком перемешать. А я перемешиваю
Вот таким вот образом. Не мешаю руками, а перемешиваю таким вот образом. Сейчас перемешаю, вернусь к вам. Все, ребята, перемешали. Вот смотрите, какая красотища у нас. Прованские травы, соль, перец здесь, напоминаю. Дальше просто немножко поливаем. Вот так хорошо. Ну, чтобы они полностью были в масле. Но не плавали в масле. О, достаточно. То же самое. Аккуратненько с маслицем смотрим. Надо, добавляем. И больше на сковородочку. Вот у нас сковородочка гриль. Ничего не надо добавлять. Мы жарим на вот этом масле, которое мы добавили сюда в овощи. Сейчас покажу. Перемешаю до конца. Посмотрю, надо будет. Добавлю немножко. Кажется, достаточно. И вот что у нас получилось. Посмотрите, какой... Уже можно кушать, просто не жаря, ребята. Вот просто... Вот даже при вас вот так вот немножечко перемешаю еще. Ай. Где вы такой гриль возьмете, кроме на детской кухне? Просто стоящая на столе. Так, отправляю. Давайте я сделаю ассорти сразу. Синенький. Немножко еще не шкварчит. Добавляем газ. Сейчас зашкварчит. Кабачок. Перчик красный. Перчик зеленый. Что у нас тут еще? Грибочки, ребята. Вот, грибочек. Кукурузка. Вроде как бы все. Кукурузку, кстати, можно со всех сторон. И вот на торце, но особенно на желтой части. И вроде все. Видите, все скромно. Оказалось, какая как красивая. Но дальше мы чередуем все остальное. Синенькие вылаживаем в ряд за синенькими. О! Кабачки обязательно рядышком. Так вот. Кукурузку, перчик. Кукурузку ряд. Давайте, перчик красный. Поместится это все. О, да, поместится. И, зеленый. Давайте перчик будем чередовать. Кукурузочку. Как раз кукурузки мало, она быстрее пожарится. И мы сделаем следующий ряд. Уже, конечно, с перчиком. Так, сейчас найду кукурузочку. Все. О, есть еще. Есть еще кукурузочка. И чередуем. Вот зеленый перчик, красный перчик. Зеленый перчик на этой сковородочке, чтобы вам красиво было. Для кадра, как говорится. Но не на кадр я работаю, а на вкус, ребят. Самое главное вкус. Кадр это ерунда. А то, что уже в итоге, когда вы кушаете, это самое главное. И вот, конечно, наши грибочки. Грибочки можно любые использовать, но у меня сегодня шампиньоны. Я считаю, гриб безопасный, вкусный, сочный при жарке. Все, посмотрите на сковородку. Вот у вас натюрморт, как говорится, можете, художники, писать картину. Пережариваем наше. И, конечно, когда обязательно, вот мы выложили, когда вы следующую партию закладываете на сковородочку, вот так чуть-чуть, потому что масло стечет. И самый главный совет, не маринуйте его 2 часа, как некоторые говорят, 3. Вот вы сразу посолили, поперчили, сразу жарьте на гриле. Чем больше сковородок гриль, тем быстрее и вкуснее будет. И все, вот у нас, ребяточки, курочка подготовлена хорошо. Вот она, замаринованная. Отличненько. И самый главный момент в этой курочке, нужно немножечко, немного, ребят, не заливайте майонезом. Я когда-то заливал майонезом, столько для детей вкусной курочки приготовил. Немного, вот буквально, ну не знаю, ну 2 столовые ложки максимум. Ну полпачки майонеза. На всякий случай это 200-граммового, то есть 100 грамм майонеза. Все, и вот так вот мы размазюкиваем. И в этом маринаде перемешиваем. Ух ты какой. Да ничего себе, салют у нас оказывается из курицы. Главное, чтобы не треснуло лицо, когда будем кушать.
И вот так вот перемешиваем. Вот, да, идеально. Достаточно. Вот здесь у меня 2 столовые ложки, ребята, майонеза. Идеально. Не надо, чтобы он плавал. Я когда-то делал, плавало, оно долго выпаривалось. А нам нужно именно вот такого немножечко жирка свиного, как я говорю. Майонез дает для курицы свиной жирок. Вкусный. Перемешиваю. И, конечно, возвращаясь к вам, каждый кусочек за кусочком буду низать при вас. Ребятки, все. Вот оно. Красота. Тарелки. Обалденовская, суперовая, крутая красота. А сейчас самый главный секрет. Что бы вы ни делали с курочкой, вы берете мясные сначала кусочки. Потому что мясные кусочки востребованы первыми на нашем столе. Я не знаю, мясные кусочки на отдельный шампур всегда. Вот беру, как говорят в Одессе, надо промацать. Промацал, нема косточки, не знаешь. И вот так вот друг за дружкой. Крылышки, разницы нету. Бедрушки, бедрышки особенно, бедрышки отдельно всегда нанизаю. Сейчас покажу вам, вернусь, когда нанизаю мясные. Мы сейчас выбираем мясные кусочки. А вот теперь пулечки, как говорят в Одессе. Пулечки — это совсем другая история. Ребята, вот эти пулечки уходят на раз. Потому что почему-то вроде жилистые, вроде невкусные. А почему они все сразу убегают от меня? К друзьям, к знакомым, с пивом. Пулечки, они быстрее готовятся. Дальше продолжаем. Вот у меня 3, там 6 есть. Найду, раскопаю, нанизаю на один шампур. Мяско мы уже нанизали. Красивый шампурчик. Пулечки нанизали. И вот, как я говорю, вот эти цедлики. Цедлики. Это французское слово, ребята. Цедлики — это рядом с пулечками, но только более жесткие. Из-за этого приятно их держать в руках и низать. Сейчас нанизаю. Вот у нас была мякоть, пулечки, цедлик. Дальше жопик. По-настоящему, по-одесски называется жопик. То есть жопная часть, ребята. Вот так берем. Даже не так, а вот больше вот так, поперек. Потому что будет поинтереснее. И берем жопики, все ищем. Это не жопик, это потом расскажу, как называется. Сейчас еще один жопик найду для вас. Их мало, конечно. Их мало, они ж на 2 части разделены. Жопик и хребтулик. Вот, хребтулик и жопик. Я забыл, что у нас же на 2 части разделены. Вот, хребтулик и жопик нанизываем на шампура. И следующее, почему вот прикольно готовить шашлыки настоящие из окорочков? Потому что следующий лишолик. Он из ляжки сделан. Лишолик. Вот он самый такой с косточкой, вкусненький, вот мягенький. Ну, вообще замечательный тоже. Ну, это вообще вот так вот заворачиваем и вот так вот нанизываем, чтобы он не крутился, самое главное, когда мы будем жарить лишолик. Все, делаем. И вот наш, как говорится, окорочок разделен на позиции и готов к обжарке. Немножко маленькое. Как раз я немножечко так перекушу. Ну, а пока до того, как, чтобы отправляться жарить на углях мы покажем, как это жарить. Берем никакие, вот у нас есть специи здесь, мы обжарили их. Никаких других. Чесночочек на терочку. 2 зубчика. Тру прямо при вас. Прямой эфир. На фоне красивого мяса. Вот так все происходит за кадром. Ребята, что думаете? Что, за меня кто-то трет? За меня кто-то делает? Вот я вот так вот стараюсь для вас. 1 и 2. Можно нарезать. Но мне больше нравится тертый.
Потому что тертый вот немножечко сок пускает больше, чем нарезанный. Из-за этого вкуснее. А вот резанный больше для обжарки, для тушения. Вот это больше. А вот давленый, который вы хотите сразу, просто сразу подать на стол давленый, да. Вы надавили, помазали, облили и вкусили, как говорится. Такая вот связка слов. Все, готово. Вынимаем все остальное снутри. Вот, есть. И вот сейчас полосну руки, посмотрите, что происходит у нас в тарелочке. Красота какая уже на тарелочке. Так. И возьмем вот наши лопатки-помогатки, как говорится. И здесь остается только сбрызнуть немножко еще маслом. Чуть-чуть. Вот как салат вы заправляете, ни соли, ничего. Там уже соль, специи, все есть. Вот просто мы немножечко сбрызгиваем все это дело наше грильное. И перемешиваем. Вот так перемешиваем. Хорошо все полностью перемешиваем. Лопатками снизу вверх особенно. Не так вот, не давите. А снизу вверх. Вот так. Спушайте. Все, ребята. Оно сейчас настоится. А я вернусь к вам и попробую вместе с жареным нашим шашлычком из курицы. Смотрите, какая красотища. Идеальный шашлык, ребята, жарим дальше для вас. И перед тем, как пробовать наши шашлычки из курицы и гриль овощной, традиционный анекдот от меня, от одессита на кухне. 50 грамм этой рыбы стоит 10 тысяч гривен. Говорит, почему? Потому что если ее неправильно приготовить, можно от этого умереть. Официант, это же карась. Вы недооцениваете нашего повара. Ребятки, вот все подготовлено для вас, пожарено, сделано с душой и красотою, при том же на костре. Здесь жареные овощи, а здесь же жареное мясо на костре. Посмотрите, какая красотища. Сколько же мы можем держать в себе энергию, чтобы не попробовать. Давайте попробуем. А? Ну и что? Давайте пробовать сначала с овощей. Будет долгая проба. Почему? Потому что нужно попробовать каждый овощ. Берем синенький. Вот он такой красивый перед вами. Я все расскажу для вас. И передам вкус. Почти что как овощная икра в Одессе. Идем дальше. Возьмем красивый кабачок. Вот, посмотрите, какая красота. Сочный, хрустящий, как молодая жена. Идем дальше. Грибочек. Вот, берем грибочек вот такой. Пробуем. Как красная шапочка за волком побежала. Перчик. Я сразу попробую два. Красный и зеленый. Красный и зеленый перчик. Ребята, они такие идеальные. Вы себе не представляете, как английские короны дерутся за друг друга. Что у нас еще осталось? У нас осталась кукурузка. Американская кукурузка. Вот она такая красивая. Покручу перед вами. Пробуем.
Ну что я скажу вам? Кукурузка, как в Одессе на пляже. Вкусно, сочно, сладко. Вроде все отсюда. Продолжаем в едином виде пробовать мясо. Посмотрите, мясо вообще. Мясо просто сочное, мягкое, зажаренное. И, конечно, на углях. Я не буду каждый кусочек пробовать. Возьму сразу с серединки. Просто с серединки. Знаете, вот люблю серединку. Мужчины, держите середины, как говорится. Вот беру, вот так вот раздвигаю и беру кусочек. Вот вам такой вот кусочек. Идеальный, вкусный, сочный, посмотрите. Ну что, сейчас передаю вам на камеру аромат. Понюхаю. Ой, аромат дыма из костра, который волочился по всей нашей кухне, как говорится. Ну что, будем пробовать немножко. Ребятки, вот попробовал, как раз попало в рот мясо. Хотелось бы, чтобы и шкурка попалась от курицы. Самое вкусное это шкурка же. Ребятки, что я могу сказать? Овощи. Берем овощи. Берем синий. Берем перчик. Берем кабачок. Берем грибочек. Вот этот сэндвич вместе с нашей курочкой. А с вами была действительно кухня. Люблю, целую, обнимаю вас. С пальчиками, колокольчиками разбирайтесь. До скорых встреч, друзья. Пока. Пока.